Тема сегодняшнего семинара – это внедрение и распространение моего учения о спасении и гармоничном развитии. Метод распространения реальности с физическим телом единого Бога. В данном методе речь идет о том, что управление заключается именно в распространении физической реальности на какие-то конкретные цели. Если мы рассматриваем мир как мир, который нас окружает, ну, например, там, в текущий момент времени, то в этот текущий момент времени сосредоточены все явления мира в нашем импульсе там, зрения, цели. То есть каждый мир человека, то там в этом взгляде, да, вот на кого вы посмотрели, уже находится практически вся концентрация мира. Поэтому, когда мы говорим о физическом теле единого Бога, то рассматривается также и, естественно, физическое тело человека, которое содействует или также развивает реальность, как и, например, физическое тело единого Бога. Но если рассматривать, что физическое тело единого Бога развивает реальность практически везде, да, и сразу своим одним действием, то человек развивает в том числе и локально. То есть вот принцип, да, личной свободы, принцип личности человека, что он одновременно имеет и локальное действие. Вот, кстати, в этом и есть определенный элемент, ну, как бы отличие, да, хотя по образу и подобию здесь можно найти на самом деле и совпадение, потому что локально это опять весь мир. То есть в любой точке мы имеем практически весь мир. И поэтому, когда мы рассматриваем действия человека с точки зрения, например, именно, ну, скажем так, действия по аналогии с действием физического именно тела единого Бога, то здесь можно рассмотреть следующую аналогию. Для Бога единого любое действие, значит, ну, в том числе, да, мыслительное, там, духовное действие души, это действие точно такое же, как и физическое. Ведь с точки зрения Бога душа, физическая реальность, да, информационная какая-то реальность, и вообще любое событие, в общем-то, это одно и то же. Поэтому получается, что когда мы говорим о действии аналогичном, ну, как бы обратном, да, от человека к Богу, то это действие, это есть действие души человека, но находящееся внутри именно внутри физического тела. И когда мы говорим о том, что, ну, на физическом уровне внутри находится это действие, то мы подразумеваем, что находится внутри там, любого физического объекта, да, предположим, то человек может мысленно представить, что он может там промысливать внутри физического объекта, ну, там, внутри дерева мысль может работать, как бы распространять мысль на дерево. Но если мысль сделать деревом, да, в своем воображении, то получается, что они существуют в пространстве дерева с точки зрения единого Бога, но в том числе и в человеке, как источники действий. То получается распространение реальности, например, да, может быть от человека, из внутреннего как бы мира человека, находящегося в физическом теле человека. И одновременно распространение может быть в общем-то, в совершенно иную реальность. Если нам, например, нужно создать микрочастицу в космосе, причем ту, которая, в общем-то, ну, нельзя сказать, что она существует именно, например, сейчас, да, в текущее время, то мы можем ее, например, создать в своем воображении, да, или в импульсе управления, но сказать точно, что она создана или нет, например, да, мы можем, если физическое тело единого Бога сделало то же самое. Потому что мы же можем судить только по аналогии. Наше же физическое тело является как бы инициатором, да, каких-то действий. Можно сказать, да, что работает дух, но если мы не учитываем физическое тело, то система не является полной. Да? Поэтому получается, что физическое тело единого Бога – это есть как атрибут подтверждения того, что вы сделали правильно в отдаленной реальности. То есть, казалось бы, да, несколько такое, в общем, на логике парадоксальное получается, в общем-то, развитие, да, логической фазы мышления, что мы говорим о физическом теле единого Бога, а на самом деле больше описываем отдаленную реальность с точки зрения точности ее описания. И когда мы видим, что физическое тело единого Бога делает точно так же, мы точно можем сказать, да, мы создали эту микрочастицу там где-то в космосе.
Другой вопрос, зачем мы ее создали? Возможно, эта микрочастица нужна, чтобы через нее прорегулировать вопрос, например, там, воскрешения. Ведь когда мы говорим о воскрешении или о всеобщем воскрешении, то эта информация затрагивает, вообще говоря, всю реальность. Если мы говорим о воскрешении как, ну, например, о неком разовом элементе ну, там, бытия, где вот там все воскресли, да, в какую-то секунду и все, или о каком-то медленном процессе, что сначала воскрешаются первые, потом там будет, пусть даже очень много, да, миллионами, но это делается последовательно, то с точки зрения физического именно тела единого Бога, это процесс, вообще говоря, един. И здесь единство заключается больше в моральном признаке. Физическое тело единого Бога, оно вечное, поэтому для него, в принципе, этот процесс совершенно естественный, и он как бы существует уже потому, что существует его физическое тело. Если мы рассматриваем, что вот моральный принцип – это есть принцип организации, да, физического тела единого Бога, то понятие, например, ну, морали, да, физического тела единого Бога, обратите внимание, именно морали физического тела единого Бога, то принцип организации состоит в том, что он сам вечен, и его мораль отсюда вечна, да? Значит, поэтому мораль вечности, ну там вечное развитие, созидание, это понятно, что мораль вечности – это то, что приводит к вечному развитию. Поэтому получается, что созидание, вечное гармоничное развитие – это есть мораль, то есть моральный принцип, да, моральный кодекс физического тела единого Бога, и поэтому получается, что мы в том числе рассматриваем, ну, какую-то идеологическую концепцию нашего развития как именно моральный принцип физического тела единого Бога. Хотя моральный принцип – это больше идеологический, ну, некий информационный принцип по логике. Это, ну, некая цель, которую нужно соблюдать. То есть то, что у человека выглядит как, ну, в том числе информационный принцип, хотя моральный принцип четко совпадает у человека и с поведенческой структурой, если он выполняет, да, эти моральные принципы, то получается, что мы имеем, например, ну, там, элемент воскрешения, который существует как элемент там, будущего, элемент текущего, как то, что, по сути, для восприятия человека, вообще говоря, все равно, как воскреснет там, один, там, потом миллионы, потом там, миллиард, да, или же все-таки все одновременно, да, после того, как воскреснул первый, предположим. Но человек всегда воспринимает, что всегда есть первый, все равно есть первый. Вот почему процесс воскрешения, он направлен на то, что даже вот единичные воскрешения, там, Лазаря, да, или уже когда воскрес и стал вечным далее Иисус, здесь и другие случаи, например, ну, описанные в истории, да, цивилизации, они, хотя и единичны, но они очень четко помнятся в цивилизации, они как бы, ну, лелеются определенным уровнем информации, преподаются как, хотя разовые, но мы видим, что обобщение их и даже разовость – это и есть путь к Богу, путь именно к физическому телу единого Бога. Путь на уровне информации, мышления, путь на уровне, ну, как бы помыслов, да, человека, в том числе чистолюбивых помыслов. Если мы рассмотрим слово «чистолюбие» как чисто, ну, любить чисто, то есть истину, да, чистоту, там, развитие. То есть если мы рассмотрим слово как слово «движущее», то мы видим, что движение, например, этого слова – это то, что Бог создает слово, которое может двигать реальность. Ну, то же слово, например, я привел как чистолюбивый уровень, да? И поэтому движущее слово, наша речь, это то, что нас двигает в будущем, ну, элементарно там создание каких-то конструкционных систем, социальных систем, когда мы можем конструировать на уровне социальных, технологических систем, мы же все равно используем слова, там, да, графики, какие-то средства выражения. Так вот, это движение, если соединить с образом физического тела единого Бога, то мы очень четко видим, где у него обрабатывается или там спроецируется на него эта информация, свободу воли человека. Ведь прежде всего мы должны находить именно свободу воли вообще каждой личности. И вот когда мы говорим именно о распространении реальности, значит, да, вместе с физическим телом единого Бога, то здесь мы как раз-таки и находим ответ на то, что свобода воли – это есть следующая реальность, которая вот
сейчас, в данный момент, она не зафиксирована. Ну, например, там, будущее, да, или следующая реальность. Если задаться таким вопросом, ну, достаточно простым, вот, вообще, зачем мир устроен так, что есть, например, там, будущее, да, прошлое там, или настоящее. Просто вот задаться таким абстрактным вопросом. Чисто, ну, например, в математическом описании. Поставить вопрос мира и, значит, поставить вопрос существования, да, этих процессов как необходимость. То получается, что будущее – это есть то, что дает свободу выбора. И чтобы из прошлого, да, шагнуть в будущее, то мы должны тогда прошлое сделать свободным. То есть прошлое сделать таким, чтобы оно видоизменялось в сторону именно вечного, свободного, демократичного развития. Ну, то есть улучшения законов, да, условий жизни и так далее. Получается, что все элементы развития связаны именно с выделением свободы как бы в действии человека. Если человек имеет, предположим, ну, какие-то там дефекты, заболевания и так далее, то получается, что именно понятие свободы – это есть нормирование, то есть именно возвращение к образу физического тела единого Бога, где образ – это и есть норма. То есть мы приходим к тому, что получается, что образ – это и есть норма. Если мы видим физическое тело единого Бога правильно, а чтобы его видеть, нам надо знать, да, как он мыслит, как устроен внутренний орган, как вообще он взаимодействует с информацией, как его тело взаимодействует с информацией, то мы знаем тогда, что путь нормирования – это всего лишь навсего, в общем-то, действовать по логике, по принципу, хотя бы по принципу. И тогда получается, что здесь мы получаем, в общем-то, знания уже потому, что мы видим просто элементарно глазами, или видим зрением, или там, духовным знанием. И тогда многие процессы, ну, предположим, если взять процесс регенерации ткани, да, то ну, считается, что регенерация ткани, например, есть в некоторых видах, да, там, живых организмов, но она возникла с точки зрения целесообразности регенерации для данного вида. Но если мы рассмотрим физическое тело единого Бога, то ведь в физическом теле есть проекция этого процесса. И получается, что регенерация, то есть нормирование ткани, это есть то, что мы можем конвертировать на человека. Получается, механизм достаточно прост регенерации и роста вообще органов с этой позиции. Мы всего лишь навсего отслеживаем оптический сигнал, ну, регенерации ткани, предложим, у пресмыкающейся есть регенерация ткани. С точки зрения Бога, каждый объект информации вообще имеет равную сущность, то есть с точки зрения, да, идеи бесконечности мира, любой объект, там, атом, да, человек, животное, растение, камень, там, вообще все что угодно имеет определенный принцип равности, с точки зрения равности и одновременности организации от Бога единого. Получается, что для него регенерация ткани у пресмыкающего такой же элемент управления, как и регенерация вообще-то у человека. И получается, что у человека по определенным причинам регенерации нет, хотя человек, ну, там, контролирует, да, больше социальных систем, больше информации в мире. И здесь получается, что процесс регенерации можно перевести на человека, всего лишь навсего изъяв, в общем-то, образ, ну, какой-то другой, который являлся источником регенерации, то есть получить как бы чистое знание. И тогда вот этот вариант именно, в общем, ну, как скажем, конвертации знаний, да, если у пресмыкающейся регенерируется ткань, или там она вырастает, но она, в принципе, только регенерируется, она не вырастает изначально, ну, как бы, скажем так, в другую форму, да, она только нормируется. И нам еще нужно перевести в норму для человека. И получается, что принцип нормирования этой ткани, то есть принцип перевода, по получению вот этого чистого, ну, скажем, божественного, да, знания, это то, что мы видим как отражение какого-то процесса регенерации на физическом теле единого Бога, и это отражение мы просто используем для того, чтобы перевести на человека. Тогда механизм регенерации, он очень прост. Вообще, вот, ну, восстановление как бы в норму, в обычную, что ли, норму именно любого органа человека, там, внешнего, внутреннего. Это всего лишь навсего перевод фактически информации регенерации, не обязательно только у пресмыкающего, вообще у любого типа и у любого вида
где есть регенерация. Если брать воду, предположим, да, капля капнула, прошла волна, и вода восстановилась. Тоже, в общем-то, в абстрактном понимании это тип регенерации, восстановления, да, поверхности воды. То есть, а для единого Бога это опять одно и то же. Эта проекция всегда в одно и то же место. И когда, правда, с какой точки зрения, да, мы еще смотрим. Получается, что мы должны увидеть, куда проецируется для единого Бога это событие, а проецируется это событие примерно в область, ну, там, средостения, желудка, и каждый может ощутить некое тепло. Вот когда идет процесс восстановления, многие люди ощущают первый импульс тепла именно в районе, ну, больше желудка, или там чуть выше, именно первичный импульс, там, где дух работает, вот, где дух воспринимает первый импульс. То есть с точки зрения работы, формы, да, это очень просто. Сигнал перебрасывается на уровень где-то желудка, там, средостения, потом отсюда он просто отражается на тот орган, который регенерируется, но уже у человека. Таким образом, мы эволюционный уровень развития, да, берем на себя. Ведь это все-таки эволюция, если мы можем регенерировать, да, ткань. А если мы можем регенерировать, ну, не то, что там какой-то, если взять, там, проколоть иголкой палец, то палец заживет. Это все-таки регенерация. Нельзя сказать, что мы как бы радикально эволюционируем в этом плане, но если, предположим, там много нужно восстанавливать, то, что, ну, необычно, да, то это уже относится к предмету именно эволюции. И получается, что эволюционный параметр, он тоже должен быть управляем для того, чтобы обеспечить вечное, именно бесконечное развитие. Потому что первый принцип — сохранения формы тела. Почему вот тело всегда можно восстановить? Потому что форма — это каноническая система. И когда мы рассматриваем историческое развитие человека, то достаточно мало признаков, что он вообще видоизменялся, именно Homo sapiens. И когда мы как бы рассматриваем, почему такая статичная форма, при условии, что виды вообще за это время достаточно многие животные виды изменились, то получается, сохранение формы тоже один из канонов организации физического тела единого Бога. И по подобию мы смотрим, а где вообще вот держится та структура, которая как бы сама в себе восстанавливается, там самовосстанавливается. Так вот, структура в физическом теле единого Бога, которая, ну, имеет информацию именно канона, ну, как бы некой матрицы нормы, да, человеческого тела, она находится, во-первых, вертикально, это в первую очередь, это, ну, скажем так, да, головной мозг, потом, значит, позвоночник, в первую очередь, это спинной мозг, то есть это мозговая ткань, то есть затем идет, после того, как ткань мозга, идет костная ткань, и уже вокруг костной ткани организовывается, вообще говоря, мышечная, ну, там, и другая ткань, да, ну, как бы, которая можно отнести к разряду, как бы, мягкой ткани. Так вот, получается, что корневая система находится, в общем-то, ну, как бы, наиболее глубоко за плотной костной тканью. Корневая система первичной организации на уровне духа. Вот я сейчас выделил, как Бог организовывается, физическое тело Бога, именно организовывается на уровне духа, первичного уровня управления. Так вот, дальше, если мы просмотрим признак души, то признак души здесь переходит в мягкую ткань. То есть, если мы на предплечье возьмем левой руки и захотим срегенерировать, да, или там правой, ну, без разницы, и при этом мы хотим работать, ну, более глубокими механизмами, там, изначально там, первично глубокими является уровнем душа, да, то здесь мы видим, что проекция более глубокого уровня уже переходит, например, в печень, то есть в мягкую, в общем-то, ткань. Я пока говорю просто твердые и мягкие, чтобы потом четко уровень подразделять, чтобы выделить, как вообще взаимодействует фаза твердая и мягкая. Как взаимодействует, например, да, земля и небо, там, то есть земля, воздух, земля, вода. Почему от того, что есть вода и земля, существует жизнь, да, существует растительность? Жидкая фаза, твердая фаза, да, мягкая фаза, жесткая фаза. И когда мы начинаем понимать как бы вот эту вот простую истину, ведь мы воспринимаем-то так просто, есть жесткая фаза Земля, там мягкая, да, или там воздушная фаза, то получается, что дыхание – это метод регулирования жесткой фазы и, там, например, там, ну, аморфной, да. Воздухом дышат, но при этом воспринимать могут воду, землю, но при этом могут воспринимать вообще-то и воздух одновременно. То есть есть уровень, который
является одновременным уровнем. Так вот, с точки зрения устройства физического тела единого Бога, одновременный уровень – это сознание, ну, что соответствует сознанию человека. И когда вы смотрите, ну, как под структуру сознания, как принцип самопознания души, да, как осознание духа, то получается, что в принципе человек, он не может быть, ну, там, например, ненормальным. То человек, он вообще-то изначально от уровня Бога, он всегда нормален. Вопрос только в том, насколько он воспринимает внешнюю реальность, какая система внешней реальности его как бы с чего-то сбивает. Если ну, к уровню ненормы отнести то, что какие-то события, там, какие-то, ну, там, наверное, резко отрицательные, то, вообще говоря, с этой точки зрения даже событий отрицательных не должно быть, если уравнены принципы как бы взаимодействия, взаимоотношений, там, хотя бы даже по уровню жесткая, мягкая там, фаза, да, воздушная фаза, аморфная. То есть, в общем-то, простые вещи, которые, например, там, в восточной медицине достаточно четко прослежены, по крайней мере, в каких-то локальных проявлениях, и дают очень часто системный уровень управления там, по здоровью. А ведь берутся очень простые составляющие. Так вот, то, что я сказал, если мы эти составляющие опять рассмотрим и распространим на физическое тело единого Бога, то мы видим, что восстановить любой процесс можно там или очень быстро, там, отослав прошлое, и уже к моменту работы с информацией прошлого, в следующую секунду там уже норма. То есть как сделать, чтобы будущее было фиксированным и стабильным, можно работать именно с информацией прошлого, восстановить в прошлом весь блок, потом локальную систему. Проработав, может быть, там достаточно много времени, мы в следующую секунду как бы вдруг мгновенно получаем норму. Да? Но если норма, вообще говоря, такова, что на восприятии вы смотрите, что может произойти некий процесс, а вы его выравниваете, например, да, то получается, что вы тем самым часто получаете норму, потому что вы уже выровняли, вы раньше знали и вы сделали. Если уже, правда, процесс зафиксирован как бы отрицательный, и надо его восстановить, то тогда можно путем большой очень работы с прошлым восстановить, например, в следующую секунду, как после начала работы. Но тогда получит ли окружающий мир, да, человечество, знание, если вот это миллисекунды всего процесса, ведь даже слово, оно там, да, занимает какие-то секунды. Получается, что действие, длительность – это система обучения, по сути. Ведь в управлении здесь нет невозможных систем, можно делать все мгновенно. Естественно, единый Бог, он мог бы сделать все процессы очень мгновенные, там, самовосстанавливающиеся, но тогда где обучение? Следовательно, чем быстрее человек учится, чем больше людей учатся, тем быстрее мы получаем на самом деле систему именно быстрого, практически иногда мгновенного развития или мгновенного обучения, мгновенного управления, но тогда возникает вопрос, что если кто-то чего-то не доучил, например, там, пусть даже немножко, то получается, что этот один человек может, в принципе, держать, да, коллективный уровень сознания до тех пор, пока он не научится, либо явно, либо неявно. Ну, например, управленцы, которые уже совершенно в дистанционной передаче данных, они пока его там дистанционно даже не научили, общий процесс управления там в сторону, да, например, быстрого решения там социальных конфликтов, чтобы не было там каких-то даже локальных именно катастрофических, в общем, больше явлений, даже не катастроф как таковых, выявленных катастрофического плана, то есть, что в прогнозе эти явления не были бы как именно катастрофические, то здесь имеет прежде всего значение именно то, что все должны работать примерно одинаково, коллективно и, в принципе, достаточно быстро, в общем-то, да, на решение вопросов. Поэтому я предлагаю в качестве конкретной практики просто сделать управление. Сейчас буквально 1 секунду управления будет проходить. То есть быстрое коллективное управление, чтобы все процессы, да, например, будущего, там, прошлого, текущего, были также распространены нормально в бесконечное будущее, так как это делает физическое тело единого Бога. Процесс должен пройти, вот я сказал секунду, да, он уже прошел. То есть пока я сказал секунду, процесс управления прошел, потом я как бы добавил речь. Вот также и физическое тело единого Бога делает следующую реальность, как бы одновременно показывая словами, что
реальность может быть описываема за счет сознания. Но тогда Бог должен сначала воспринять все элементы реальности на сознание свое, просмотреть, как человек это воспринимает, и дать уже в человеческом восприятии. Тогда получается, если вопрос, как воспринимает Слово Бог, то есть что есть Слово Божье, то получается Слово Божье, оно должно иметь, да, мелодичность, звук, и обращение должно быть таким же к нему, то есть именно направленное на Бога, на действие, и Слово Божье, ведь это есть действие конкретно, реализованное, например, да, положительно реализованное. Бог, Он всегда только в положительную сторону реализовывает. Поэтому, например, направленная, именно молитва, да, или там числовой ряд, что-то направленное именно на позитивное управление, это то, что по аналогии со Словом Божьим, идущим от Бога с точки зрения человека, и управляет реальностью. Почему вот там, молитвы, они имеют длительность определенную, да? Но может быть Слово Божье мгновенное. То есть, например, мы хотим сделать мгновенное управление, чтобы все сразу спаслись, тогда получается, что мгновенность, если она направлена на спасение всех, то это тоже Слово Божье. Иногда даже без слова как такового, физического, например, да, мышления. Понятие мышления, мысль, это тоже есть идущие от Бога в плане, например, там, словесного проговора какого-то уровня или управления. Поэтому, например, по моему учению о спасении гармоничного развития я показываю, что если мы совмещаем слово и действие, то есть если мышление совпадает с действием или слово сразу приводит к действию, то мы можем получить практически бесконечный уровень передачи информации, и тогда мы можем совершать следующие действия всегда заведомо устойчивые, то есть будущее всегда будет устойчивым, всегда будет созидательным, и всегда каждое действие будет наиболее сильно направлено именно на выполнение именно воли Божьей, так скажем, в плане следующего уровня мира, там, где мир распространяется на следующий уровень. Так вот, распространение мира в следующий уровень – это есть то, что подразумевает взаимное слышание. То есть Бог слышит человека, человек слышит Бога. И если Бог слышит человека всегда, а это так и есть, то получается, что вопрос только в том, чтобы человек слышал Бога, что он ему показывает. И получается, что здесь понятие «слышать», опять же, по аналогии, да, мы судим именно такого типа, что есть некая, там, скажем, да, внешняя какая-то ситуация, есть системная внешняя среда, которую мы должны понять. Но она может быть сложная. И мы можем понять, например, конвертировав через свое восприятие. Но Бога понять просто, потому что Бог, Он дает простой путь для понимания. Если следственная система может быть такой, что приходится долго думать, чтобы ее правильно понять и применить, как, например, поехать на какой-то сложной машине или там ее эксплуатировать, это надо сначала воспринять, как она воспринимает реальность, как она познает объекты, систему управления, да, хотя бы руль даже, не говоря уже там о более сложной системе. Как, например, там в программировании сделать управление, это, собственно говоря, там ряд блоков, программ и так далее. А для этого надо еще понимать, как сама программа, как оказалось, да, виртуальная вещь, как она вообще реагирует на реальность. То здесь вот система конвертации, что ли, восприятия человека перед Богом, это есть его действие человека. И когда человек направлен на абсолютную созидательность, на то, чтобы была, например, так как у Бога сказано, да, вечная жизнь, и делать к этому определенные движения, то путь, то, что ему приходит в виде конкретных действий, это и есть то, что он слышит Бога. То есть слышать Бога – это изначально идеологически правильное действие, да, моральный кодекс, например, спасателя цивилизации. И когда я использую вот этот принцип морали от человека, который стыкуется с моралью Бога, то понятие «слышать» – это, в общем-то, на самом деле все те же самые перепонки физического тела, да, именно слуховые перепонки, значит, органы слуха в общем понимании, куда входит мозг, тело у физического тела единого Бога, и разговор с ним тогда будет очень понятен, когда вы говорите просто как человеку. И тогда возникает вопрос, если вы говорите словами, насколько слова распространены,
А если, ведь, например, вы говорите, ведь логика такова, что если логика считает, что там физическое тело единого Бога где-то находится дальше, вдруг слова не дойдут, именно слова. Поэтому, когда в церкви, например, молятся или проговаривается что-то словами, то еще протягивается это до уровня образа. Но мыслями можно говорить прямо сразу возле физического тела единого Бога. Поэтому получается, что мысли, это с точки зрения их логической необходимости, это система, в общем-то, коммуникаций по общению с физическим телом единого Бога. Потому что если мы рассматриваем, ну, там, духовный уровень Бога, да, он везде присутствует, то зачем локализировать слово? Тогда можно было просто духовно там мыслить и видеть ситуацию просто впереди, не надо было проговаривать словами мысленно. Необходимость мышления с точки зрения этого метода в том, чтобы общаться с физическим, именно с физическим телом единого Бога. То есть получается, что очень много принципов и методов, и вообще говоря, ситуационных систем в сознании человека построено так, чтобы был контакт с физическим телом единого Бога. То есть здесь можно увидеть, что механизмы, вообще говоря, реакции человека, механизмы нормированной реакции, когда вот человек это и есть норма мира, когда он нормально реагирует на систему, например, мира, а нормой является бесконечное развитие, то здесь есть как раз принцип именно мышления, то есть использование мышления как контактной системы. И тогда получается, что нужно всего лишь навсего, чтобы общаться с физическим телом единого Бога, в общем-то, определенный путь, что ли, оптический световой путь показать в своем сознании. И ведь когда вы общаетесь с физическим телом единого Бога, вы точно знаете, что вы общаетесь точно. То есть, когда есть физическое тело, у вас одна координата. А если общаться, например, на уровне духовных систем, то надо, в общем-то, контролировать множество уровней, как идет сигнал, куда он, например, да, в оптике рассеивается, как Бог воспринимает сигнал. Другой вопрос, что Бог в любом случае воспринимает любой сигнал, но для человека часто свойственно доводить сигнал конкретно. И вот в нашей, ну, там, техногенной цивилизации очень важным является научиться говорить именно с физическим телом единого Бога, потому что этот контакт, это и есть неразрушимость, на самом деле, самого человека. И никакая техногенная система, никакая следственная система уже не будет представлять проблемы для человека, если он хотя бы в телепатии значит, переведет мысль к физическому телу единого Бога. Потому что возникает, ну, как бы, как кристаллическая система работает, если где-то соприкоснулся хотя бы мыслью, да, некий канал возник, то вечное тело дает вечность самому источнику, например, человеку. Если такой человек едет, ну, какой-то сложной ситуации, там, ну, предположим, некая, скажем, да, аварийная ситуация, то можно просто выйти в телепатию именно на физическое тело единого Бога. Тогда что-то происходит, что не разрушает машину. Человек, ну, не попадает, например, да, в какие-то неприятные ситуации. Поэтому получается, что так можно, вообще говоря, экстраполировать дальше и плотно завязав себя с землей, то есть если там, ну, с миром, да, выйти в контакт на физическое тело единого Бога и сохранить мир. Это конкретно колоссальной силы метод, который говорит о том, что любую систему, там, галактику, как сделать так, чтобы не было коллапса Вселенной. А всего лишь навсего зафиксировать в восприятии то, что нам нравится, да, воздух, там, Вселенная, то есть все, что необходимо для жизни, ее там, бесконечного развития, и выйти в телепатию на физическое тело единого Бога и зафиксировать это состояние. И как можно больше это, ну, как бы фиксировать, пока не приобретается устойчивость в развитии. То есть получается, что мы гарантированно защищены технологиями своего сознания от, ну, там, некой внешней там, огромной кометы или от чего-то даже внутреннего, даже от там, каких-то там глобальных взрывов там, типа ядерного оружия, если у нас есть вот этот уровень связи, где связь прямая, это есть то, что и вы являетесь вечными, как только вы с ним входите в прямой контакт. И вот эта технология именно передачи знаний, значит, связанная, ну, как ваших фактически, да, знаний, вы как-то показываете, что вот вы имеете определенное знание, вот телепатическая там сфера, которая контактирует с определенным уровнем физического тела единого Бога, то
контакт, первый контакт должен осуществляться с ладонью правой руки. То есть вы мысленно кладете сферу в физическое, просто как бы передаете Богу мысленно эту сферу именно в правую руку. Вот когда вы кладете, возникает вопрос вообще, что за содержание вы вкладываете. Ведь когда вы приходите уже к физическому телу единого Бога, здесь существует только один нюанс, что ведь в восприятии человека возникает определенная мысль, что ведь Бог создает все мысли. Получается, что вы вкладываете то, что Он уже вам отдал, то есть Он же уже знает, да, что вы вложите. То есть как бы получается, что сфера где-то создана, например, да, она вам передана, и вы просто как бы назад откатываете. Но на самом деле, чтобы точно попасть в физическое тело единого Бога, нужно исключить именно то, что это некий такой совершенно пассивный процесс, и вам как бы здесь ничего особо делать не надо. На самом деле вы попадете точно, когда вы видите собственное распространение, то есть свой путь. Вот Бог всегда, прежде всего, отслеживает абсолютную свободу воли человека. И когда вы показываете свободу собственного движения, то есть когда вы даете именно вот этот путь своей личности, то вы точно ему даете в правую руку. Вот критерием точности является ваше понимание вашей личной свободы. Вы созданы единым Богом, но вы созданы абсолютно свободными, поэтому вы можете развивать систему бесконечно. Принцип свободы, что именно поэтому человек может развиваться бесконечно. Если человек где-то будет не свободен или он в чем-то защемлен, то получается, что он может, система, знаете, там даже ортодоксальная физика описывает, если где-то есть хоть один сток, то есть одна фиксация, то система все равно зафиксирована. И получается, что бесконечное развитие возможно только на принципах абсолютно полной свободы. Но это дает и решение. Полная свобода – это есть абсолютная норма. Полная свобода, значит, вечное развитие, значит, есть в этом уровне, что приводит к обязательной норме. И можно это использовать как знание. Всего лишь я сейчас, кстати, показываю совершенно конкретную технологию. То есть взять отсюда объем информации, как норму ввести в физическое тело человека, начнется с нормирования. И когда, причем при достаточно сложных ситуациях, там, внутренних, внешних, и когда мы говорим о ситуации нормирования как таковой, с точки зрения, например, вечного развития, то получается физическое тело человека, вообще который родился, вырос, растет, вообще просто человека, это есть абсолютная норма, которая, по сути, она никуда не девается. Вот с точки зрения физического тела единого Бога, все люди вечны всегда. Он как вечный всегда, если просто даже абстрагироваться и взять просто систему вечности, как информация, которая, эта система ведь тоже должна как-то воспринимать, да? Не говоря о том, что когда мы говорим о понятии система, это понятие уже создал Бог. Чтобы приблизиться к Богу и вообще видеть Бога в реальности с точки зрения мышления, скажем, не глазами, а именно мышление, то здесь получается, что мы должны видеть истину Его с точки зрения уже все-таки как можно с меньшим количеством следственных систем. То есть, поэтому получается, что для Него конвертировать изображение, например, в то, что что-то как будто бы где-то разрушается, это специальная технология. Значит, если для человека некие системы разрушений – это определенный уровень, к чему он привык, и конвертировать, что вечное физическое тело единого Бога делает так-то, и потом уже не происходит разрушение, это для человека тоже определенная конвертация, то есть некое познание. Но познание именно законченное. Вот почему в различных писаниях, что определенный спектр света, он когда-то заканчивается, начинается истинный свет. И когда мы видим, например, свет именно физического тела единого Бога, то видно, что там восприятие Бога совпадает с восприятием человека, идущего к Нему, по Его пути. Хотя бы пусть даже для начала по цели совместного действия. И это совместное действие, это есть распространение, почему я тогда, когда говорил о будущем на сегодняшнем семинаре, то будущее это есть распространение в некую другую реальность, пусть даже в следующее время, в следующую секунду. И ведь это условно люди ввели, например, все-таки есть принцип рассматривать время как условную единицу, введенную людьми. То есть если мы говорим, что
часов нет, и нам, в общем-то, без разницы такое понятие, как время, все равно что-то происходит, то для регламентации событий, ну, ввели, например, да, время. И получается, что следующая реальность – это то, что развивается в пространстве, да, ну, как бы развивается в будущее. Так вот, пространство – это и есть развитие в будущее. Для чего, например, ну, единый Бог, имея все, создал пространство? Чтобы путь развития лежал на фиксированных системах, то есть сознание, чтобы развивалось, да, на каких-то пространственных системах. И если мы развиваемся бесконечное количество времени, то тогда время, дискретное время, это то, что светит из бесконечности. Не с точки зрения того, что его придумали люди, например, да, а время как таковое, как физическая величина. Если мы можем там взять какой-то объем воды, какой-то вес, мы можем сказать, да, вот это есть материя конкретная, там, то есть пространство измеряемо с точки зрения физического тела человека, то время измеряемо только на отдаленных, на бесконечных системах. Тогда оно превращается в физическую структуру. Но если мы смотрим дальше, то очень элементарно, логически мы как рассуждаем, что мы видим просто, как в зависимости от времени как-то меняется физический мир. То есть время как бы регламентирует систему, да? При приближении к нам мы видим движение пространства. И получается, что пространство, время – это системы, которые, ну, достаточно сильно связаны в сознании человека, а с точки зрения физической величины только очень отдаленные процессы дают высокую концентрацию именно физической материи времени. И получается, что у человека фактически, ну, как бы для управления, для того, чтобы распространить некую реальность в следующую систему, есть очень простой механизм. Это всего лишь навсего нужно взять в физическом объеме времени, а в сознании мы можем это сделать, тем более, что я уже это выделил, этот фрагмент сознания, и в физическом объеме времени просто выделить участок, который соответствует практически ну, как бы действию, куда нужно распространить реальность. А реальность можно распространить, например, там, в излечении, да, восстановлении здоровья, создание там каких-то миров, третьих, десятых, каких-то частиц, молекул и так далее. И поэтому получается, что в этом случае даже то, что вы пишете, будет часто, если вы развиваете реальность, это будет иметь структуру будущего развития, ваш текст и так далее. И когда вы можете даже потом увидеть на информации, что некоторые вещи, они даже на микроэлементном уровне, сейчас их нет. Они больше относятся к микроэлементным системам будущего. И, то есть, ну, в тексте они уже, например, есть. И когда вы ну, начинаете, например, с этими знаниями работать, ну, по как бы уровню самоорганизации, где-то близко даже к эволюционной в плане именно эволюции бесконечного развития при абсолютной норме тела человека. И норма тела – это есть то, что имеет физическое тело единого Бога. То вы видите, что понять физическое тело единого Бога очень просто в функциональных действиях, потому что вы же также устроены физически. Вот различия-то ведь по сути нет. Он же устроил-то физическое тело человека абсолютно идентично. И получается, что механизм понимания в физическом теле единого Бога значит, переложен с точки зрения человека в то, что в человеке это есть устройство и функциональность его внутренних органов. И когда вы так рассматриваете человека, то, вообще говоря, функциональность там, движения крови, вообще любой уровень функциональности внутренних именно органов человека, это есть то, что показывает структуру взаимодействия, структуру содействия с физическим телом единого Бога, структуру даже одновременного действия в распространении реальности. Но по логике так же и есть. Человек функционирует, потому что именно так Бог его устроил, и он все время что-то делает, да? Он развивает как-то реальность. И получается, что к этому я привел на уровне духовной логики вот сейчас, а потом уже вывел, ну, например, да, человеческий уровень логики. Вот духовной логики физического тела единого Бога. То есть с точки зрения духа физического тела единого Бога, так как у него что физическая реальность, что информативная, что там мысли, там физическое тело, это одно и то же для него, то точка его самоорганизации, она абсолютно точно такая же, как и точка самоорганизации, получается, человека в локальном выражении человека. То есть человек, он ну, локально себя воспринимает до тех пор, пока он думает, что он, ну, как бы вот как следственная система. Как только он начинает думать, что он должен
работать так же, как работает Создатель, как работает единый Бог, он становится, в общем-то, уровнем всеобщим, сам даже для себя. Тогда получается, что он уже может делать действия, которые сопоставимы с действием физического тела единого Бога. То есть регенерация, да, органов, управления на расстоянии, управление событиями и так далее. То есть он как бы входит в более технологичную систему. Всего лишь навсего, изменив, что ли, мировоззрение, да, поменяв точку зрения, что он не локальная система, а может взаимодействовать с внешними элементами реальности за счет своего сознания. И вот поэтому по моему учению именно о спасении гармоничного развития я показываю как можно более детальную систему управления все-таки событиями, где человек убеждается, что он может это делать, и тогда он понимает, что его действия распространимы на бесконечность практически. Какая разница? Можно сделать управление там, где-то там в любой стране, в любом городе сделать управление на расстоянии, а в чем разница? Можно сделать управление в бесконечности. Просто для убеждения надо, да, там миллиарды лет, например, да, прожить и это подтвердить, например, да. Разница только в подтверждении. Так вот, система идентификации, что вы сделали правильно, да, часто же надо сделать бесконечно, чтобы бесконечность была устойчива. Где-то, чтобы какой-то взрыв не произошел там через те же миллиарды, да, лет, то опять же идентификация действует так, как физическое тело единого Бога. То есть, если вы увидели, что физическое тело единого Бога сделало так же, да, Бог сделал так же, как и вы, и он посчитал, что это правильно, значит, это правильно. То есть для бесконечных процессов действия физического тела единого Бога это часто очень критериально, то есть очень хороший, иногда единственный уровень критериальности, точности действия. Поэтому физическое тело единого Бога с точки зрения действия в развитии физической реальности это хороший очень уровень познания, который, вообще говоря, такой, что физическое тело, вообще говоря, дает конкретный путь. Вот, например, Иисус же говорил, что «Я и есть путь». Поэтому он имел в виду в том числе и это, что физическое тело – это тоже просто путь, потому что это есть тело Сына Божьего. А Сын Божий, он, да, обладает, естественно, там, функциями, в общем-то, теми же, по сути, что и физическое тело единого Бога. И получается, что вот именно физическое тело, путь логики очень простой, он там не уничтожим, да, там воскрес, и дальше он уже не уничтожим и так далее. Без воскрешения он тоже, естественно, не уничтожим изначально, так как он, например, да, Иисус Сын Бога. И когда мы рассматриваем этот процесс, с точки зрения практичности, ведь он, в том числе, это Иисус давал и технологию определенные своими действиями, то получается, что физическое тело единого Бога, как уровень, который дает, знания, да, для каких-то действий в социальной среде, этот уровень, он сосредоточен в правильности событий, которые происходят от того, что события происходят, с Божьей помощью, с участием Бога. Вот критерием нормы, критерием локальности, да, что вот в бесконечном времени текущее является дискретным. Критерием точности является то, что делать с Божьей помощью, или делать как Создатель, делать как Бог. И вот этот уровень критериальности, он дает возможность, так же как время, да, определенным образом регулирует и получает дискретный уровень, то в точности действий это есть видеть, как Бог действует, вообще говоря, в бесконечности. А видеть это, в общем-то, знать просто цель. А цель, она совершенно конкретная, это бесконечное развитие вообще всех элементов реальности. Включая там атом, да, например, любую микросистему или даже несозданную систему, которая в будущем может быть создана. И получается, что, исходя из этого, мы можем иметь только бесконечное развитие, в общем-то, по сути, в бесконечность, например, вширь, да, если мы знаем, что развитие бесконечное все равно оно будет обеспечено, а в идеологии от единого Бога физического тела так и есть, то получается, что развитие вширь создает возможность место, да, время для других систем. Поэтому понятно, что Бог именно создал физическую реальность такой, чтобы реальность развивалась вширь, в пространстве, да, вглубь или вдаль по времени, но когда я употребил слово «вглубь», то, может быть, вглубь прошлого тоже, да? Прошлое является тоже источником определенного уровня развития. Поэтому прошлый опыт может, конечно, быть использован, да, на 100 или в общем-то максимально, да,
можно сказать так, на 100 или более даже процентов. Ну, то есть, то, что процентное соотношение может быть другим. Получив 100%, вы получаете сверхбыстрое, процентно несоотносимо, духовное развитие. То есть это получается понятие более. В процессе управления есть понятие, которое не фиксируется логикой. И получается, что мы имеем картину, ну, с точки зрения понимания Бога, да, мироздание именно такое, что вот почему Он действительно создал внешнюю реальность, чтобы развитие было идущее от Его растущего духа. Дух растущий дает внешнюю реальность. И получается, духовное развитие дает внешнюю реальность. А рост, почему вообще понятие роста, да? Ведь если задать вопрос, что физическое тело единого Бога, ну, таково обладает всеми функциями абсолютно, достаточно, казалось бы, да, что можно иметь только физическое тело, и вопросы все решены. Но понятие такое, что ведь в Боге все устроено изначально бесконечно. Если есть первичный импульс самосоздания, например, то все остальное дальше же должно быть соотносимо с первичным импульсом. Ну, как, скажем, в элементарной математике. Если есть некое действие, то такое действие имеет право и может существовать. А Бог же дает абсолютную свободу, и поэтому получается, что первичный импульс первичного роста обязательно должен давать следующее развитие. Так устроена логика человека. Вот сейчас я показал классический механизм работы человеческой логики. И поэтому логикой человек тоже может познать. Значит, только, конечно, когда он, я считаю, все-таки познает с физическим телом единого Бога, с Богом, то есть когда он понимает, что есть уровень Бога, который, ну, собственно, дает именно критериальную истинную картину развития. И когда вы смотрите в бесконечность как бесконечность, да, например, свою личную, то вы видите, что бесконечность личная на самом деле это только как бы внутреннее выражение вашей личности, то есть ваш дух, ваше духовное состояние, и оно бесконечно, потому что вы осознаете себя как бы, ну, в близком, что ли, свете с бесконечностью вечности. То есть если вот свет вечности к себе придвинуть, то получается, что это есть вы, ваша личность. И получается, что вот эти все бесконечные процессы сосредоточены именно в человеке как в личностном уровне действия, да? То есть получается, что Бог вот эти все процессы, которые Он изначально создал, да, там, скажем, провел определенный титанический труд, и при этом Он создал их абсолютно, ну, собственно говоря, там сразу, да, бесконечность и так далее. В человеке это выражено в чувственном, локальном уровне, в уровне действия. И когда мы увидим, что каждое действие это есть на самом деле распространение реальности, любое действие, там, внутреннее мышление, распространение так же, как реальность распространяет именно физическое тело единого Бога, то мы увидим, что физическое тело единого Бога по уровню тому, где вот душа человека, да, организовывается, или только начинает организовываться, дух, как следующая система, или как система, например, присутствия Бога, когда они все воедино слиты, то получается, что человек имеет гармоничное вечное развитие в этой точке, и эта точка, она уже вами увидена, потому что, ну, там, я проговорил слова, вы посмотрели, поработали, как-то стоит только увидеть эту точку, эту область, и начинается именно та система, которая вам позволяет делать управление уже потому, что вы знаете это. Тогда ваша личная воля, просто вот вы можете иметь волю какую-то сознательного типа, и она реализуется. То есть это уровень, когда реализуется воля, потому что вы определенный уровень знаний просто знаете, или вы его прослушали, например, сейчас, или там сами дальнейшее имели практику. То есть получается, что часто только лишь единожды прослушанное знание, единожды полученное дает абсолютное управление. И поэтому, если просмотреть, ну, там, одну молекулу, какой-то мир, там, отдаленный даже, да, какую-то микросистему, то это тоже, в общем-то, концентрация знания, да, некого элемента мира. И в будущем, если человек воспринимает хоть один элемент реальности, он может воспринять сразу все. То есть он может воспринять практически, ну, все, что им нужно для бесконечного развития, даже в одном элементе реальности. А если элемента реальности еще больше, если путей развития еще больше, значит, естественно, система вечности все более и более, да, резервируется. И получается, чем шире мир, чем больше развивается человечество, да, и вообще Вселенная, тем более устойчиво именно вечное развитие, ну, там, цивилизации, мира и так далее.
Вот исходя из этого, я предлагаю в качестве самостоятельной работы через именно расширяющуюся, да, скажем, модель мира, значит, где расширение происходит от физического тела единого Бога, и вы, содействуя с ним, да, понимаете, почему он так делает, постройте конкретное личное управление по своим задачам и обязательно покажите, что любой элемент следующей реальности – это и есть, вообще говоря, вечное развитие. Любой элемент следующей реальности, он на самом деле является гарантом и, по сути, если так вот рассмотреть в общем плане, он является, по сути, признаком и объективизацией того, что развитие вечно. Любой там листочек где-то, да, на дереве, какая-то микросистема, не говоря уже там о человеке, естественно, и человек, и вообще весь мир, это есть то, что тем самым доказывается, что развитие вечно. И когда вы вот таким образом, с точки зрения сегодняшнего метода, посмотрите на реальность, вы увидите, что она управляема часто уже потому, что вы ее видите. Где вы видите, там она и управляема так, как необходимо именно для вечного развития. Сегодня я заканчиваю семинар на этом. Спасибо за внимание.